А капуста растет, и рюмка стоит. Ну как, погодка? Полет из Каркары до лагеря на Южном Инельчеке занимает 40 минут. В хорошую погоду вы можете наблюдать восхитительные виды, если, конечно, вам удалось сесть у иллюминатора, который не загораживает топливные баки и другие части вертолета. По опыту скажу, что лучше садиться по правую руку. Сначала вашему взору откроются горы, покрытые лесом, потом зеленый цвет сменится на черно-белый. Отдельный респект, если иллюминатор можно будет открыть. Но нынче, в отличие от 2016 года, эта опция на казахском вертолете была недоступна. И я наблюдал за красотами через грязное стекло. После приземления, когда производится высадка пассажиров и выгрузка вещей, вертолет сбавляет обороты и давление воздуха спадает. Перед взлетом лопасти снова разгоняются, но неопытные пассажиры продолжают прогуливаться, не подозревая об опасности и не обращая внимания на призывы старожилов пригнуться или уйти с траектории взлета. Здравствуй, Южный. Здорово! Привет! Здорово! Здоровушки! На манеже все те же. Ну понятно. Вертолет улетел, но обещал вернуться за трекерами и привезти продукты, а мы идем к своим палаткам. Вот такой нынче лагерь. А лагерь был мультинациональный. Внизу на флагштоке есть даже непальский флаг, ведь двое шерпов работали у Аксая гидами. В хорошую погоду от солнечных батарей или когда заведен генератор, в лагере продают Wi-Fi по $5 за час. Недорого для местности, где нет даже мобильной связи. Лодка загрузилась. Да. Все хорошо. А вот чем занимаются заядлые альпинисты вечером. Свободное от работы время. Вот, кстати, тут есть веб-камера, которая каждые 20 секунд делает снимок и выкладывает в сеть. На какой адрес? А вот в этой палаточке продают интернет. Руслан серьезно относился к брендингу и маркетингу, поэтому привез в экспедицию 2 своих флага. Поднятие флага поручается командиру Октябрятской звездочки Калунину Руслану. Так, торжественный момент. Отличники боевой подготовки. Гимна у тебя еще нет? Пока нет, но придумаем. Дом не бывает уютным без очага, и мы создали очаг для нашей газовой горелки. Зажигай. Что зажигать-то? Поджигай. Воды же нет. Надо проверить, как тут у нас. Мы хорошо сделали или плохо? Герасимов Александр. Здесь. Вечером в уютной столовой награждали взошедших на хан Тенгри. Который раз уже? Ты скоро Соколова догонишь. Рыбальченко Дмитрий. Поздравляю. Шляпников Андрей. Молодцы. После ужина включали генератор на 2 часа, и в столовой можно было зарядить свои девайсы и пообщаться.
Так заканчивался первый день на Южном Инельчеке. Видишь, сейчас все электронно настраивает. Дверь не забудь распахнуть, открытой дверь оставьте. Дверь не забудь. Утро встретило хорошей погодой. Спали отлично, горняшка никого не мучила. После завтрака решили размяться и чутка погулять. Пошли капусту искать. Для начала направились в сторону мемориала погибших на пике Победы. На нем и по пути к нему растет растение, по своему строению очень напоминающее капусту. Все пошли в кроссовках, но я свои сандалии оставил в Каркаре, памятуя, как встретил нас лагерь в 2016 снегом по колено. Поэтому мне пришлось идти в высотных ботинках. Конечно, странно видеть среди этой груды камней зеленую капусту, ведь тут даже нет никакого намека на почву. Наверное, не зря она растет здесь, на мемориале. Вот, а капуста растет, и рюмка стоит. Все как положено. Да. Она вышла с вашим Савелла, был туман, и она от этой линии отошла, и карниз обрушился, и она прямо с этой стены. Вот и Шутин, председатель, вот в команде высота был, на 7300 он сейчас лежит. Ну, в принципе, тут много очень. Те, кто не срывались, кто погибали на пике Победы, они сейчас до сих пор там все на гребне. Тут погибали прям командами. Вот как раз Борис Коршунов, вот который сейчас на пике Ленина. Вот он говорит, что у них на Балаково 27 человек попало в лавину. 27. Ну и там кто-то выжил, кто-то нет. Потом мы направились к прошлогодней заброске Руслана, а правильнее сказать нычке. В ней должен был лежать газ и веревка. Заброска находилась высоко, около девайса, который раньше измерял количество осадков. Вот же у метеорологов была работка – ползать вверх-вниз. Парни рысцой устремились в гору, а я полетел за ними на мавике. Но мой новый друг стал глючить. Gimbal Motor Overload. И поснимать толком не удалось. Но прогулялись не зря. Размялись для лучшей акклиматизации. Полюбовались на ледник и лагерь с высоты птичьего полета. Ну, пойдем. Здесь хорошо. Там тоже неплохо. Ну, тут ни ветра, ничего. На обратном пути немного похулиганили на леднике. Интересно, какая толщина этого ледяного монстра? Павло хулиганит на леднике. Вот это булькнуло. В детстве, наверное, любил кидать в лужу Конечно. камни. Еще прикольно было залезть по колено в лужу и там что-нибудь поковырять. Думаешь, не обвалится? Ну нафиг, вылазь отсюда. Видно? Да, видно, хорошо. Не рискнул пройти насквозь? Видишь, я без каски. Павло тоже без каски. Конечно, если что-то тут обвалится, каска никому не поможет. Но от случайного камушка защитит.
передаче «Орел и решка» прячут и находят $100. А Руслан в прошлом году спрятал, а в этом нашел 9 баллонов газа и 30 метров веревки. Следующее утро порадовало хорошей погодой. Ну что, готовы? Я готов. Начался третий день нашего пребывания на леднике, и мы вышли в первый лагерь, чтобы унести часть вещей и установить палатки. Вначале тропа идет по морене и хорошо видна, если не закрыта снегом. Ко всему прочему, она промаркирована во многих местах флажками. Нужно только не пропустить переход с морены на ледник. Сегодня третий день нашего пребывания на Южном Инельчеке, и мы идем в первый лагерь Хан-Тенгри делать заброску. Вот дошли до ледника. Путь до первого лагеря занимает от 2 до 3 часов в зависимости от вашего груза и самочувствия. По GPS у нас получилось около 7 километров. Что делаете? Научный эксперимент. Проверяете Ледобур против нового. советский ледобур против нового. На привале мы провели эксперимент. Чем отличается современный ледобур от олдскульного? И я скажу вам, что разница глобальная. Давайте надо очистить. Тут давить не надо, он сам пойдет. А это российский, да? Это тут надо давить, а этот он как по маслу, пальцем вот так крути. Еще он там поплотнее засадит. Ну да, идет легче. Так, это даже не это. А в лед в зимний, вот этот ледобур ты полностью не закрутишь. Только если ледоруб вставишь и будешь крутить через ручку. А этот спокойно закрутишь. Если это будет зимний перемороженный лед. Смотри-ка, он ведь даже ботинки и рюкзак под цвет украинского флага. Так, готовы, да? Ледник был открытым, поэтому шли не связываясь. Однако опасные места все же есть, и при переходе через речки нужно быть внимательным. Тропа на леднике, как и на морене, промаркирована флажками, но на солнце они вытаивают и можно тропу потерять. Важно было не пройти мимо переправы через большую речку, в противном случае пришлось бы делать большой крюк или возвращаться назад. Я выпустил погулять моего друга Мавика и поэтому порядком отстал от ребят. В итоге иногда идти последним лучше, чем первым. Ты приходишь на место быстрее, как и получилось сейчас. Руслан решил сделать лагерь раньше, а парни все ушли до настоящего первого лагеря, вон туда. Очень хорошее место, очень удобное. Здесь выход на ледник, вот на дальнюю часть ледника, очень пологий и прямой, выходит прямо туда на тропу. Чтобы через буераки не кидаться, туда не прыгать, мы разобьем здесь лагерь.
Тут-то вообще все было снегом закрыто в 16 Да, году. да, да, да. А сейчас тут вот где, видишь, вот камешки, черепица такая выложена. Там платформочки. Вот сейчас там выровняем все. А где народ? Лагерь. Народ там, он ждет моей команды. А лагерь дальше палатки там стоят. То есть я иду сюда, да? Да, ты кидаешь рюкзак и можешь тут уже начать платформу делать. Сейчас я за парнями схожу. Как дошлось? Отлично. Погода шепчет. Займи и выпей. Строительные работы ведутся. Это сделать место для деревки. Как работает? Отлично. Мы разровняли площадки и установили 3 палатки. Место было изумительное. Недалеко нашли ручей и набрали воды. Андрюха надел кошки и пошел искать выход на ледник, чтобы потом в темноте, а выходить из первого лагеря желательно в час ночи, не искать безопасный путь. Панорама гор была восхитительная, а наш новый лагерь находился в 5 минутах ходьбы от общего лагеря, в котором на тот момент стояло 6 палаток. К нам подошли 2 новичков. А значит и нет безопасности. Кто из вас будет принимать решение? Парень с дредами в феврале ходил трекинг в Непале и думал, что у него осталась акклиматизация. Второй мужчина, марафонец с Дальнего Востока, был вообще первый раз в высоких горах. Руслан вступил с ними в дискуссию. Я вообще далек от гор. Я просто асфальтовый бегун. И все. Ну, Да. у нас самая большая фишка, что у нас нету цели-то наверх на самом деле дойти. Да дело не Как где-то будет чуть-чуть не так, развернемся и уйдем. Кто развернет? Кто? Вот. Понимаете, вот в чем фишка вся. И как только доходит речь о штурме горы на гребне, решения принять они не могут. Погода тем временем начинала портиться. Идем в лагерь, в непогоду. Подул ветер, не предвещая ничего хорошего. Потом он усилился и повалил снег. Спасибо. Стало больше чуть. Ну, наверное, потому что там же тает, наверное. Ну как, погодка? Встречает. Закалочка. Ну, сейчас трек загрузим и по нему пойдем. Вон уже солнышко, видать, на горизонте. Но это нам Хан показал, что там с ним шутить не надо. Надо накидку на рюкзак всегда брать, теплые перчатки и прочую лабуду. Че, поймал? Вот, переход. Мы прямо по курсу идем. Сейчас вопрос только на трек надо. Ну, рядом трек. Погода быстро наладилась, и красавец Хан Тенгри предстал во всем своем великолепии. До лагеря осталось минут 20 ходу, погода наладилась, теперь можно идти спокойно, любоваться красотами и фотографировать.
А я решил просушить мои спантики, ноги в которых на 30-градусной жаре ужасно вспотели, и попить иван-чаю. Айдига. Вот так сижу, пью иван-чай и любуюсь на победу. Красота. Вот эта узенькая дорожка, которая ведет к нашему лагерю. Так, а тут куда? Тут. Это щит вынесла. А сюда. О! Какая-то глубина. Офигеть. Заканчивался третий день нашего пребывания на Южном Инельчеке. Мы получили хорошую акклиматизацию и на завтра планировали выйти на гору. Трудовые будни. Альпинисты. Все идут в гору, а мы сидим здесь, карты играем. Потому что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Завтра мы пойдем. Тебе не понять. Это не есть факт, как говорили в одном фильме. Ну, надо только сказать и вещи оставить. Единственное, что никогда